Ну что, привет, друзья! Второй день идет нашей глобальной переварки. Я нахожусь сейчас в гараже. Я, в принципе, сегодня приехал для того, чтобы ничего не сделать. То есть, это очень глупо звучит, если честно, но на самом деле так, я вам сейчас объясню. Давайте я сейчас вот эту камеру одену на башку и расскажу для новичков, с какими проблемами вы можете столкнуться, если вы самостоятельно, без опыта начнете переварку. Это видео не для тех сварщиков, которые варят там закрытыми глазами, понятно, для вас это будет не в диковинку, как говорится, и не интересно. Это для тех, кто еще думает, заняться ли самому переваркой или нет. И сегодня мы посмотрим все плюсы и минусы, сделаем такое видео. Так как времени у меня мало, давайте я камеру на башку одену и буду потихонечку прибирать гараж. Я сегодня приехал для того, чтобы убрать гараж и освободить место для следующей работы. Ну и чтобы хозяин гаража меня не ёбнул где-нибудь. Вот, я тут танцую под Dark Straits, если кто-нибудь знает эту группу. Вот, я думаю, что если те, кто любит классический рок-н-ролл. Так, значит, ребята, дело в том, что когда я начинал вот эту переварку, я сюда приехал, я столкнулся с таким вопросом. Блин, а почему вообще сварщики берут такое количество денег за переварку машины? Я подумал, тут же варить нечего, по сути. Потому что взял там, отрезал кусок металла, взял, приварил, должно быть все вроде просто, все, без проблем. На самом-то деле я теперь понял, почему вот малярные, почему именно сварочные работы, они именно столько стоят. Потому что то количество технологических процессов и то количество мозга, которое нужно включать для переварки, это просто зашкаливает. Особенно если у вас нет опыта, как соответственно у меня. Значит, первая основная проблема, с которой я столкнулся, это как раз таки сварочный аппарат. Это основная проблема, потому что он трансформаторный, насколько вы понимаете. Это не инверторный. И проблема в том, что он приспособлен, такое чувство, для сварки абсолютно всего, рельсов, забора, но не для переварки автомобиля. Потому что или я просто нужно быть сварщиком от бога, или я просто что-то неправильно делаю. Но мне даже сварщики от бога, Ваня Сковинский, которого вы все видели, мы с ним мой Мерседес делали, он мне сказал, что таким аппаратом вообще сложно очень варить, потому что, смотрите, если в инверторном аппарате есть гибкая регулировка, можно выставлять уровень тока в зависимости от того, какой металл вы варите, какую толщину, то тут, видите, 5 режимов всего лишь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это режимы напряжения. Даже на первом режиме металл вот этот вот 0,8, да, а машина сделана где-то, примерно вот именно навесные части, они где-то миллиметр у них толщина, миллиметра 2, лонжероны, естественно, они более толстые, но то, что я варю, это 0,8, и вот это вот металл, он прожигается нафиг. Я вариться, не могу просто, я даже варюсь внахлёст, и даже внахлёст он прожигается. Напряжение очень большое. Вот как видите, прожигается сплошным швом, металл прожигается. Я варюсь на шару, потому что помимо того, что оно срется постоянно, можно было бы включить на второе положение, но на втором положении уже иногда пробки выбивают, понимаете? Второе положение лучше бы варило. Да, просто не сварка получается, а просто дырки в металле, понимаете, дырки. Второй момент, это то количество инструмента, чтобы просто это даже разобрать, это кусок времени достаточно большой, чтобы вот эти все навесные части, молотки различные насадки. Вот у меня 2 болгарки. Мы используем, я чужую болгарку с чужой насадкой, свою болгарку. Вчера у меня разлетелся вот этот круг, он разлетелся и въебало мне ударил. И маски, и очки, и в общем это все пыль, это все грязь, это все летит въебало, просто все задыхаешься, этот токсичный металл. Постоянно проветриваешь, в гараже холодно ужасно. То есть вы с этим всем столкнетесь, понимаете? Куча насадочек различных, нужно знать, какой шлифовать, нужно знать, какой делать. То есть постоянно, когда машина тут стоит, тут просто не протолкнуться. Бампер тут постоянно все задеваешь. Вот я вчера, к примеру, резал кусок, вроде вымерил, все как надо. Отрезал кусок для того, чтобы заварить. Вот, отрезал его. Примеряю на машину, он оказался маленький. Что я делаю? Опять
5 режу, а я его уже успел и просверлить и так далее. Если вы даже в обработку не влазите, да, преобразователями, если вы даже еще там не грунтуете и мастикой не покрываете, вы должны куча производственных вопросов решать одновременно, понимаете? То есть и куча нюансов, один нюанс за второй цепляется, даже с точки зрения того, что даже просто пройти, даже просто шланг протянуть через машину, чтобы баллон не ёбнулся. Вчера, если вы видели, сварочный аппарат загорелся, это все с ямы плохо варится, света все равно не хватает, все равно падает, несмотря на то, что свет вроде неплохой сделал, но все равно надо подсвечивать. Короче, куча мусора различного, который надо вытаскивать. То есть вы поняли, что проблемы за проблемой. Особенно когда спешишь, особенно когда ты хочешь сделать все это быстрее, ты понимаешь, что быстрее это не получается. С другой стороны, я принял решение варить свой Мерседес как трактор. Для меня прежде всего важна функциональная составляющая. То есть, чтобы у меня не проваливался аккумулятор, чтобы у меня не тянули газы от выхлопной системы, прогоревшие через багажник в салон. Поэтому я буду вариться как трактор. Даже чуть лучше. Потому что если кто знает, как наши тракторы делаются, то любой человек, даже без опыта, сможет выварить свой Мерседес лучше, чем трактор. Предела нет совершенству. И если тут все подгонять, все сидеть, вываривать и пытаться делать как по заводу, то вот на то, чтобы вырезать просто кусок вот этой жестянки, на нее уйдет куча времени. Подогнать, правильно это сварить, это не будет правильно вариться, надо настроить сварочный аппарат, настроить газ, правильно это все зажать, правильно просверлиться, правильно обработать, правильно прошлифовать. Это куча времени, чуваки. И не зря просто люди, я говорю, берут за это деньги. Плюс еще те же самые перчатки, те же самые кисточки и так далее. Это все, ну, как бы материалы, которые нужно докупать постоянно вывозить отсюда куча мусора, блядь, я сейчас этим буду заниматься. На это уходит громадное количество времени. Поэтому дик такой. Вот я уже потихонечку начинаю в тему входить, потихонечку. Я рекомендую вам заниматься самостоятельной переваркой только в том случае, первое, если у вас есть громадное большое желание. Потому что я сейчас из девочки, можно сказать, превращаюсь в мальчика. Я первый раз держу болгарку, первый раз держу сварку, первый раз держу дрель. Ну, то есть, может быть, второй раз, но тем не менее. Я вот это все начинаю, ножницы по металлу и так далее. Меня же этому никто не учил. Тем более этот респиратор, который, ну, нужен для того, чтобы, не знаю, может быть, просто, удобрение просто делать. Он вообще никакой. Тут нету фильтрующего элемента. Это все равно, что, это просто, чтобы пыль не попадала максимум. То есть это не то вообще, это ерунда. Большое желание. Раз. Второе, если вы закупились инструментом, потому что инструмента нужно действительно много. Два. Тут нет ничего сложного. Везде руку можно набить, везде можно приноровиться. Но если вы чувствуете, что у вас нету помещения, где это можно было. Сейчас, блядь, хуй знает сколько минус градусов. Если вы боитесь в холод быть, там, спину застудить, или там боитесь, что у вас машина не поедет так, как надо, и вот вы боитесь, в принципе, надо идти против страха. То есть, я вам так бы сказал, что если вы просто боитесь, но у вас есть желание, да, большое, стоит делать. Главное, чтобы было желание. Всему можно научиться. Кто угодно вам говорит, что вы не сможете, у вас не получится так, как надо. Вы сможете. У вас получится, может быть, прежде всего, у вас нет опыта, у вас получится плохо, криво, некрасиво, но хуже, чем дырявый МС, вот гнить уже некуда дальше. Просто вот все, что вы будете делать, если у вас такой же дырявый МС, как у меня, все будет намного лучше, нежели оно есть на самом деле. Второй момент, надо куча инструмента. Покупайте, одолжайте, там, просите знакомых и так далее. Если нету инструмента и нету жгучего желания, в эту работу лезть не стоит, потому что это трудозатратная работа. Вот даже, смотрите, вчера я приехал, в 3 часа дня, я думал, что за 6 часов я успею. Я в 23 часа отсюда только уехал, еле-еле наварил какую-то пластину, на нее поставил аккумулятор и поехал работать. Я еле-еле успел, чуваки, просто наварить какую-то пластину рандомную, просто варил на шару там, делал двойной, тройной провар, не так как надо, не по точкам и так далее, для того, чтобы просто эта сука не отвалилась. На утро я обычно сплю с котом, своим, и я думаю, бля, ну что-то кот лег на руку, да, что-то, наверное, рука у меня отекла.
Я поднимаюсь, я понимаю, что у меня рука не двигается. Я первый раз в жизни, у меня рука не двигается, и она абсолютно не отекла. То есть нету такого, знаете, как будто мурашки какие-то. Она, блядь, нормальная рука. Одна двигается, вторая не. Я думаю, блядь, не дай бог, уже какой-то инсульт, блядь, хуй его знает. Потом немножко расходился, более-менее. То есть это говорит о том, что все мышцы, все микромышцы, несмотря на то, что я спортом занимаюсь усиленно, у меня все мышцы абсолютно просто, ну, то есть настолько перегрузки большие в гараже, все это делать, и просто руки настолько устали, что они даже не могут ложку, чашку держать. То есть и руки подниматься не могут. Я первый раз такое вообще словил вот после гаража. Поэтому вы должны понять, что вы столкнетесь со всеми мысленными трудностями, вообще со всеми, которые вы вообще вот могли только себе придумать. Это мы даже покраски не касаемся, мы обработкой швов не касаемся. Это просто даже, чтобы просто приварить пластины и просто подготовить машину. Заряжайтесь на время, чуваки. Но, если есть желание, у вас все получится. Если кто-то говорит, что у вас не получится, шлите его нахуй. У вас есть желание, у вас есть инструмент, все получится, чуваки. Это не высшая математика. Варят в Мерседесе алкоголики и тунеядцы, такие как я и так далее. Просто нужно желание и инструмент, и время. Все, больше ничего не надо. Но если вы любите в основном сидеть возле компьютера, и вы понимаете, что ай, впадлу, конечно, лучше кому-то заплатить. Я понимаю теперь, за что такие деньги. Потому что нюансов много. Мне сложно, у меня нет опыта. Тем, кто опыт этот приобрел, им уже просто. Они уже просто берут деньги, там варят закрытыми глазами, у них все заебись получается. Тут нужно просто набить руку, тут нужен просто опыт. Вот и все. Поэтому, друзья, вот такое видео как бы я вам сделал, для того, чтобы вы понимали, что все возможно, только нужно время, инструмент и жгучее желание. Все тогда будет заебись, я вас обещаю. И уже в следующий раз мы встретимся и продолжим варить наш Мерседес. И пишите свои вопросы вообще, у кого какие вопросы есть. Может, расскажу, давайте пообщаемся в комментариях. Вот. И прошу поддержать ролик лайком, потому что я ради Мерседеса и ради вас, чтобы это все показать, потому что еще куча времени, съемка, это же все надо еще снимать на голову, это все ставить туда камеру, там туда, эти камеры глючат, потому что холодно. То есть, понимаете, это, если даже без съемки, это бы быстрее бы. А это все надо снимать еще, понимаете, потом еще монтировать. Поэтому я прошу, поддержите это лайком, если вы хотите, чтобы следующие видео выходили. Напишите комментарии и подпишитесь на канал, если не подписаны. Все, пацаны, пойду убирать этот срач. Но машина даже заехать не может. Ну все, я, короче, все убрал. Ну, единственное, тут что, только языком, если только вылезать. В общем, я все убрал, для того, чтобы завтра это опять все засралось. Вот такой вот гаражный круговорот. А с вами увидимся завтра. Пока.